24 года назад произошел крупнейший теракт в истории человечества. Террористы превратили пассажирские Боинги в оружие, уничтожили башни-близнецы с огромным количеством людей и ударили по Пентагону. Как это стало возможным? Ответу на этот вопрос посвящен наш документальный фильм. В нем детальное исследование каждого шага террористов, звонки людей из ловушки на последних этажах башен и захваченных самолетов. И главное, полная история подвига пассажиров 4-го борта, которые не дали ему настигнуть свою цель. Но создавать этот фильм нам пришлось с учетом рекомендательного алгоритма Ютуба, иначе многие из вас его бы просто не увидели. За кадром осталось подробное погружение в прошлое каждого из террористов, а также очень личная реакция на теракты президента и его семьи. А из-за ограничений Ютуба на контент только в режиссерской версии выжившие и спасатели говорят от своего имени. Эта версия доступна нашим спонсорам на Бусти и в Телеграме. Но если у вас есть зарубежная карта, подписывайтесь на Патреоне или прямо на Ютубе. Переходите по ссылкам в описании, смотрите режиссерскую версию и заодно помогайте проекту минута в минуту. Ведь мы существуем благодаря вашей поддержке. Башни-близнецы Всемирного торгового центра построены в 1973 году. 2 года они сохраняли статус самых высоких зданий мира. Здесь расположены офисы более 400 компаний, среди которых Xerox, CNN, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of America и даже подразделение секретной службы США. Я думаю, в течение дня в здании находилось около 50 тысяч человек, а проходило через Всемирный торговый центр 250 тысяч человек. Я будто был мэром небольшого города. Вопреки названию, во Всемирном торговом центре расположены далеко не только коммерческие, но и культурные организации. На 91 и 92 этажах Северной башни обустроена резиденция для городских художников, которую предоставляет им культурный совет Нижнего Манхэттена. Мне очень нравилось, это было потрясающе. Там было пусто, монотонно. Можно было увидеть всю изоляцию на балках над головой. Было много пустых офисных помещений, и мне было просто интересно ходить по ним и находить там что-нибудь. Мои работы не коммерческие, они про оживленный город, бесконечные символы, бесконечные линии и формы, про контролируемый городской хаос. Ты мог почувствовать его там, в переполненных лифтах, в которых пассажиры спускались в метро. Другая художница, Моника Браво, со своим коллегой не согласна. Иногда можно было почувствовать, как здание колышется. Самым невероятным было то, что ветер звучал. Не то чтобы даже как человек, но как некое существо. Оно было там все время. И его можно было почувствовать, услышать. Я не любила оставаться там одна. Это было очень жуткое место. Бывший спецагент Нью-Йоркского управления ФБР Джон О'Нейл 3 недели назад ушел в отставку. До этого он возглавлял там отдел контртеррористических операций и в 1993 году расследовал теракт во Всемирном торговом центре. Тогда взрыв в подземном гараже Северной башни унес жизни 6 человек. О'Нейл неоднократно предупреждал о растущей террористической угрозе как внутри США, так и за их пределами. Несмотря на это, он часто сталкивался с бюрократическими препятствиями и внутренними конфликтами в силовых структурах. В конце концов, за 2 недели до трагедии 11 сентября О'Нейл ушел из ФБР и стал начальником службы безопасности Всемирного торгового центра. 10 сентября 2001 года
бывший президент США Билл Клинтон ужинает с бизнесменами в австралийском Мельбурне. Он делится с ними, что в свое время у него была возможность ликвидировать лидера террористической организации Аль-Каида Усаму бен Ладена. Однажды я почти поймал его. И я мог бы убить его, но для этого мне пришлось бы уничтожить маленький городок Кандагар в Афганистане и убить 300 невинных женщин и детей. И тогда я был бы не лучше него. Вот почему я этого не сделал. Режиссеры Жюль и Гидеон Наде уже 2 месяца снимают в Нью-Йорке документальный фильм о работе его пожарных. За это время удалось запечатлеть их тренировки, бытовые условия, понаблюдать за атмосферой в коллективе. А вот пожары в кадр почти ни разу не попали. У огнеборцев есть поверье: если пожаров нет долго, то стоит готовиться к худшему. По задумке режиссеров, работу спасателей проще всего показать, следуя за новичком, находящимся на испытательном сроке. И они такого нашли. Его зовут Тони. Прошло уже 4 недели, может 5 недель. И до сих пор ни одного пожара. Но он будет. Я знаю. В пожарном департаменте Нью-Йорка работают несколько капелланов, но самым близким пожарные считают отца Майкла Джаджа. Сегодня он напоминает, что их служба не просто опасна и трудна, она смертельно опасна. Вы делаете то, к чему призвал вас Бог. Садитесь в пожарную машину и отправляетесь на вызов. Эта служба непредсказуема. Садясь в кабину, вы не знаете, что ждет впереди. Ни в большом, ни в малом вы не знаете, в чем Бог видит ваше призвание. Работа поистине нелегкая. Но Господь призывает вас к ней и дает любовь к этому делу, чтобы даже самое трудное было исполнено хорошо. Отец Майкл Джадж не знает, что эта проповедь последняя в его собственной жизни. Забираясь на вышку, садясь в пожарную машину, ты никогда не знаешь, вернешься ли домой. И мы все это знаем, но услышать это от него, это произвело на нас сильное впечатление. Капитан пожарной службы Джо Форелли хорошо понимает, о чем говорит отец Майкл. Каждый раз, отправляясь на работу, он оставляет жене любовную записку. Вот что он написал сегодня. Мне не хватит слов, чтобы передать, как сильно я тебя люблю. Уже сейчас мечтаю вернуться домой. Джо Форелли предстоит 24-часовая смена в пожарной части в Нижнем Манхэттене. Для него она станет последней. В городе Херндон, расположенном между Вашингтоном и аэропортом Даллас, в отель Марриотт заселяются несколько человек. Хани Ханджур, Халид Аль-Михдар и Наваф Аль-Хазми, его младший брат Салим, а также Маджид Макид также входят в группу захвата рейса 77 из Вашингтона в Лос-Анджелес. На 11 сентября 2001 года запланированы праймериз Демократической партии по выборам мэра Нью-Йорка. Кандидаты проводят активную агитационную кампанию. Ее видеохронику ведет сын фаворита праймериз Марка Грина по имени Йохан. Был большой ажиотаж, кампания шла бодро, и это ощущалось на всех мероприятиях. На каждом собрании, каждом шествии, каждой уличной встрече с избирателями. Все становилось все более и более захватывающим. Казалось, росло, как снежный ком. Самое странное, на мой взгляд, это то, что мы с радостью произносили слова 11 сентября. Мы ждали этого дня несколько месяцев. Мы говорили, не можем дождаться 11 сентября. Рок-музыкант Харли Динардо созванивается со своей сестрой Марисой. Она работает в Северной башне трейдером по поставкам природного газа. Сегодня у их семьи особенный день.
10 сентября был день рождения мамы. Мариса позвонила мне и спросила, что ты хочешь делать на мамин день рождения. Я ответил, да все, что ты хочешь. Я здесь, в городе, так что просто скажи мне, я встречу тебя на месте. А она ответила, мама хочет пойти в ресторан Windows on the World в Северной башне, потому что она ее обожает. Там она чувствует себя на вершине мира, особенно потому, что ее дети могут отвезти ее туда. Работа в Windows on the World. Не было ничего, ни работы, ни места выше этого. И в прямом, и в переносном смысле. Это как в шоу-бизнесе. Атмосфера рождается, когда ты только-только заходишь в лифт. Студентка Нью-Йоркского университета Кэролайн Драйс включает свою новую видеокамеру. Она живет рядом со Всемирным торговым центром. Окна Кэролайн выходят прямо на него. В то время для меня было самым важным показать моему другу, что у меня классная жизнь и классные товарищи. И посмеяться над собой из-за того, что в шкафчике у меня только арахисовая паста и лапша. Вот и все. Никакого стресса. Ничего плохого не происходило. Один из рейсов авиакомпании United Airlines под номером 93 доставляет пассажиров из Ньюарка в Сан-Франциско. В городе Элизабет, прямо возле аэропорта Ньюарк, участник группы захвата этого рейса Зияд Джарах отправляет посылку в Германию. В ней прощальное письмо, записи из летной школы, бортовой журнал и лицензия частного пилота. Адресат посылки – студентка-медик Айсель Сингюн. В прощальном письме, которое Джарах сегодня отправляет своей жене, он дает понять, что гордится тем, что ему предстоит сделать. Это большая честь. Ты увидишь результат. Все будут праздновать. Держись крепко за то, что у тебя есть, пока мы не встретимся снова. Посылка никогда не дойдет до Айсель Сингюн. Из-за ошибок в адресе она будет возвращена в США, где ее изымет ФБР. Фотограф Эван Кус приехал к своим друзьям в Джерси. Отсюда, с другой стороны реки Гудзон, открывается шикарный вид на Нью-Йорк. Эван не может упустить такую возможность. Он делает фотографию Всемирного торгового центра, на который надвигается гроза. Художница Моника Браво, та самая, которой было неуютно во Всемирном торговом центре, с детства боится грозы, но тоже решает запечатлеть ее. Это длилось несколько часов. Все это время я снимала невероятные кадры. Я всегда боялась гроз, пряталась под стулом и кричала, но в тот день случилось что-то удивительное. Я чувствовала себя защищенной. Все в порядке, я не умру от грозы. И я думала, как же прекрасно наблюдать, как все небо распахивается, такой яркий голубой цвет, а потом снова закрывается. У главного бармена ресторана Windows on the World Джорджа Дельгадо сегодня вечером запланирован мастер-класс по смешиванию коктейлей. Я взял самый большой зонт, который смог найти, сел в машину, повернул ключ, и тишина. Не завелась. Повернул еще раз, даже щелчка не было. Так не пойдет. Я был ведущим семинара, я был хозяином этого вечера, я не мог опоздать, а тем более не явиться. Мне пришлось взять такси из Хакенсака в Нью-Джерси до Всемирного торгового центра. Фотограф Эван Куз делает еще одну фотографию грозы, надвигающейся на Всемирный торговый центр. Это действительно довольно зловеще. Конечно, когда путешествуешь, хочешь увидеть ясную солнечную погоду, но я люблю фотографировать, делать крутые снимки. Поэтому я решил сделать пару снимков, чтобы запечатлеть приближающуюся бурю. Это на самом деле было весьма драматично. Чтобы глубже окунуться в атмосферу тех дней, мы подготовили новый выпуск нашего подкаста. Это та же режиссерская версия, но дешевле и в аудиоформате. Не просто звуковая дорожка, а адаптированный выпуск
для наиболее удобного прослушивания. Ссылка в описании. В городе Портленд в отель Comfort Inn заселяются участники группы захвата рейса 11 из Бостона в Лос-Анджелес Мохаммед Атта и Абдул-Азиз Аль-Амари. Имя в водительских правах было Мохаммед Атта. Он выглядел совершенно нормально. Не было никаких признаков того, что он собирается совершить массовое убийство или что-то в этом роде. Никакого подвоха. Просто обычный человек, который заселяется в отель. После грозы фотограф Эван Кус переправляется из Джерси на пароме и добирается до самого Всемирного торгового центра. Жаль, проход на крышу сегодня закрыт. К сожалению, смотровая площадка была закрыта из-за ветра и дождя. Но у меня есть одна фотография, на которой я стою у окна. Это то, что я буду помнить до конца жизни. В «Башнях-близнецах» художники Джефф Кониксберг и Моника Браво снимают бушующую грозу. Мы были внутри грозы. Вокруг нас были молнии и все эти разноцветные облака. Мы видели это свечение, отблески, и мы видели эти переливы цветов. И это было красиво. Это было действительно захватывающе. Мы как бы находились в этом водовороте, но в то же время нас окружала тишина. Уже после теракта Моника назовет эту работу «Uno nunca muere la víspera» – «Каждому свой час». В отеле Days Inn в Бостоне собираются члены группы захвата рейса 175 Хамза Аль-Гамди, Ахмед Аль-Гамди, Маханд Аш-Шехри, Марван Аш-Шехи и Фаез Банихамад. Они сбривают все волосы на теле и ложатся спать на нерасправленные постели поверх одеял. На следующий день уборщица найдет в их вещах копии одного и того же письма. В нем подробное описание шагов, которые необходимо выполнить перед смертью, и молитвы, которые надлежит прочитать. Поклянитесь принять смерть, вспомните наставления, сбрейте лишние волосы на теле, нанесите благовония и ритуально омойте себя. Главный бармен ресторана Windows on the World, расположенного на 106 и 107 этажах Всемирного торгового центра, Джордж Дельгадо, заканчивает свой мастер-класс по приготовлению коктейлей. Последний из них называется румба. Я использую 100% текилу из агавы и бразильскую кашасу. Идея в том, чтобы эти два спиртных напитка танцевали вместе в коктейле. Ананасовый сок добавляет пену на поверхность напитка, добавляем лед, встряхиваем. Ла румба. Это был последний коктейль на уроке миксологии 10 сентября, который я проводил в лучшем баре на Земле, в ресторане Windows on the World. Небо над Всемирным торговым центром проясняется после грозы, сотрясавшей Манхэттен. Город просто сиял. Было видно каждый огонек. Видимость, наверное, была около 20 миль. Это был такой особенный вечер. Претендент на должность мэра Нью-Йорка Марк Грин проводит ужин с семьей. Он уверен, что выиграет завтрашние праймерис Демократической партии. Я помню ночь 10 сентября. Я был достаточно уверен, что стану кандидатом и следующим мэром. Если только не произойдет какое-то крупное событие, которое может все перевернуть. Никогда не знаешь наверняка. В ночь 10 сентября я повернулся к Дэнни и сказал: «Ну, ничего не произошло». В Портленде члены группы захвата рейса 11 Мохаммед Атта и Абдул-Азиз Аль-Амари заходят в Пицца Хат, чтобы поужинать в последний раз.
Двое людей подошли к прилавку для заказов и заказали среднюю пиццу с овощами на тонком тесте. Я отнеслась к ним с максимальным уважением, как к любым другим клиентам. Поприветствовала их, поблагодарила за заказ и отпустила их. Была как можно более оперативной. Можно смотреть в лицо злу и не осознавать этого, пока не произойдет что-то серьезное, имеющее к тебе отношение. Это ужасно. Это ужасно. После своего последнего ужина Атта и Аль-Амари снимают деньги в банкомате Fastgreen. Встроенная в него камера делает их снимок. Музыкант Харли Динарда приходит в ресторан Windows on the World с мамой и сестрой Марисой. Я помню, как открылись двери лифта, и перед нами предстала великолепная винная витрина. И я подумал, ну, это обещает быть здорово. Человек, который должен был нас осадить, оказался недоволен тем, что я одет в вельветовые брюки. Я спросил его, в чем проблема. Я был одет хорошо, просто на мне были черные вельветовые брюки. А он ответил, нет, у нас дресс-код. И моя сестра сказала, нет, так не пойдет. Она отвела его в сторону, перекинулась с ним парой слов и убедилась, что проблем не будет. И мы вошли. Она так и не объяснила мне, что ему сказала. Такой уж человек она была. Режиссеры Жюль и Гидеон Наде ужинают в обществе пожарных, о которых снимают документальный фильм. Парни засиживаются допоздна. Ели, рассказывали анекдоты, обсуждали работу. Хотя ребята смеялись над нами, что мы так мало мяса приготовили, мы хорошо провели время. Нас начали принимать за своих. Мы все время шутили. Это был классный вечер. Бывший спецагент ФБР, боровшийся с терроризмом, а ныне начальник службы безопасности Всемирного торгового центра Джон Анейл и двое его приятелей отправляются в ночной клуб China Club в центре города. Анейл, так много предупреждавший руководство ФБР об опасности Аль-Каиды, делится с друзьями предчувствием: должно произойти что-то страшное. «Мы опоздали», — говорит он. Праздник семьи Динарда в ресторане Windows on the World подходит к концу. Завтра Марисе снова на работу в соседнюю Южную башню. Помню, как мама сказала моей сестре, почему бы тебе завтра не взять выходной? Ты так много работаешь. Та ответила, не могу, у меня встреча в 8:30. Для главного бармена ресторана Джорджа Дельгадо эта ночь тоже особенная. Я остался после семинара. Мы все пришли в лучший бар на земле, играла группа. Я заказал шампанское для всех. Я сидел, ел и весело проводил время со всеми участниками семинара. Ночь оказывается настолько особенной, что Джордж забывает, ему не на чем ехать домой. Машина-то не завелась и осталась в Нью-Джерси. Я не хотел этого, но мне пришлось позвонить жене, которая спала дома с нашим 11-месячным ребенком, и сказать ей, «Мне очень неприятно просить тебя об этом, но ты должна приехать за мной». Она взяла ребенка из кроватки, посадила его в автокресло и приехала за мной в Нью-Йорк. Когда жена Джорджа приезжает за ним, что-то внутри подсказывает, он должен показать своей дочери башни-близнецы. Отец достает маленькую Жанну из автокресла. Смотри, Жанна, вот там высоко в небе работает папа. Я даже не знаю, понимала ли она, на что смотрит, но ее глаза были широко раскрыты. И я никогда не забуду, как две башни отражались в ее больших карих глазах. Первая зафиксированная активность террористов 11 сентября. Лидер группы захвата рейса 93 Зияд Джаррах звонит из Нью-Йорка в Бостон лидеру захватчиков 175-го Марвану Аш-Шейхи, чтобы подтвердить планы атаки.
Террористы Мохаммед Атта и Абдул-Азиз Аль-Амари просыпаются и выселяются из отеля Comfort Inn. Всю жизнь встречаешься с людьми, способными на зло. Но чаще всего понимаешь это лишь тогда, когда уже что-то произошло. У компании мгновенных сообщений Addiga Messenger есть офисы в Нью-Йорке и Израиле. Первый находится всего в 2 кварталах от Всемирного торгового центра. Сотрудники второго израильского офиса компании получают сообщение с угрозой. Бум. Подождите всего 2 часа. Вы сыновья свиней. Мохаммед Атта и Абдул-Азиз Аль-Амари приезжают в аэропорт Портленда. Атта выглядит очень раздраженным. Атта бросил свое удостоверение на стойку и вел себя так, как будто я был его злейшим врагом. Система выбора пассажиров для досмотра выбирает его для дополнительной проверки. Я сказал им подняться наверх, к выходу номер 11. Я старался говорить дипломатично, но от него прямо исходили негатив и что-то зловещее. И я подумал, чёрт, если этот парень не похож на арабского террориста, то кто тогда похож? Но сразу же одернул себя. Так нельзя, лишь потому что кто-то ворчит в 5:30 утра. Я сказал: послушайте, мистер Атта, если вы не подниметесь наверх очень быстро, вы вообще пропустите рейс. Дополнительная проверка означает лишь проверку багажа, а самого пассажира при этом повторно не досматривают. В багаже Атты не находят ничего подозрительного. Террористы проходят на посадку и вылетают в Бостон. Этим региональным самолетом они добираются до пересадки на рейс 11 в Лос-Анджелес, который планируют захватить. Неподалеку от них сидят пассажиры Роджер Кирион и Винсент Майснер, летящие в командировку. Вот как Кирион вспоминает будущих захватчиков рейса 11. Оба выглядели опрятно. Брюки, классические туфли, повседневные рубашки, темные сумки через плечо. Волосы коротко подстрижены, ни усов, ни бороды, словом, типичные бизнесмены. Ничего подозрительного. Майснер случайно задевает сумкой одного из будущих угонщиков, и тот же просит прощения. Тот лишь сильнее вжался в кресло, опустив голову. Я подумал, ладно. Похоже, сегодня он еще не пил кофе, оставлю его в покое. На это утро у многих государственных и военных служб США запланирована целая серия учений. Все их участники и наблюдатели находятся на предназначенных им местах по всей территории США. К одному из учений готовятся и сотрудники военно-космической разведки. Их штаб-квартира расположена всего в 10 километрах от аэропорта Даллас, откуда сегодня вылетает рейс 77. Сценарий учений: небольшой корпоративный самолет теряет управление и врезается в один из корпусов штаба. В аэропорту Бостона собираются захватчики рейса 175. Они поочередно проходят регистрацию. Система выбора пассажиров не выделяет никого из них для проверки. Сотрудники пункта досмотра не замечают ничего подозрительного. Угонщики заходят в салон самолета и занимают места в первом и бизнес-классе. Члены группы захвата рейса 11 Ваиль и Валид Аш-Шехри и Сатам Ас-Суками прибывают в аэропорт Бостона. Всех троих помечает система выбора пассажиров для дополнительного досмотра. Их багаж проверяют на взрывчатку и не находят ничего подозрительного. В это же время самолет из Портленда с остальными членами группы Аттой и Аль-Амари приземляется в Бостоне. Лидеры групп захвата рейсов 11 и 175 Атта и Аш-Шехи созваниваются из разных терминалов бостонского аэропорта, чтобы подтвердить планы атаки. Они говорят 3 минуты. Это их последний разговор. Вскоре начинается посадка на рейс 11. Террористы занимают свои места в первом и бизнес-классе. Багаж Атты не успевают загрузить в самолет. После терактов следователи найдут внутри него униформу сотрудников авиакомпаний. Зият Джарах звонит своей жене Айсель Сингюн в Германию. Он трижды признается ей в любви, затем прощается. Я тогда еще лежала в больнице после удаления миндалин. Разговор был самым обычным.
Он спросил о моем самочувствии и сказал, что любит меня. Больше он не звонил. Из отеля Days Inn в Ньюарке выселяется группа захвата рейса 93 Зияд Джарах, Саид Аль-Гамди, Ахмед Аль-Нами и Ахмад Аль-Хазнави. На арендованном автомобиле они отправляются в местный аэропорт. Здесь они без проблем проходят проверку на пункте досмотра. Сотрудники не видят ничего подозрительного. Террористы поднимаются на борт и занимают свои места в первом классе. Поскольку система выбора пассажиров для дополнительного досмотра помечает Ахмада Аль-Хазнави, его багаж не только проверяют на наличие взрывчатки, но и загружают в самолет уже после его посадки на рейс. Смысл процедуры в том, что террорист не станет проносить бомбу в самолет, на котором будет лететь он сам. Зачем же ему взрывать самого себя? Из отеля Marriott в Херндоне, штат Вирджиния, выселяются члены группы захвата рейса 77 Халид Аль-Михдар, Хани Ханджур и Наваф Аль-Хазми. Также в группу входит его младший брат по имени Салим и Маджид Макид. Первые трое отправляются в аэропорт Даллес на машине, которую оставляют на почасовой стоянке. Позже в ней найдут учебники по пилотированию, схемы кабины пилота и карты. Из 5 членов группы двое, Маджид Макид и Наваф Аль-Хазми, не могут с первого раза пройти рамки металлоискателя. Их проверяют ручным сканером, а у второго еще и осматривают сумку на наличие взрывчатки, но ничего не находят. Наземный менеджер Майкл Вудвард, проверяющий рейс 11, сталкивается глазами с Мохаммедом Аттой. От глубокого взгляда террориста ему становится не по себе, но это не дает основания высаживать пассажира. Боинг 767 вылетает рейсом 11 из Бостона в Лос-Анджелес на 14 минут позже запланированного времени. На борту 92 человека, среди них прячутся 5 захватчиков. Другой Боинг 767 тоже вылетает из Бостона в Лос-Анджелес. Это рейс 175. На борту самолета 65 человек, среди которых 5 террористов. Это второй рейс, который станет частью спланированной атаки. С рейса 11 на связь со своей компанией American Airlines выходит стюардесса Бетти Лонг. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Can you describe the person that you said someone is what in business class? I'm sitting in the back. Somebody's coming back from business. If you can hold on for 1 second, they're coming back. Our number one got stabbed. Our purser is stabbed. Nobody knows who stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number one is stabbed right now. Okay. And our number 5, our first class passengers, our first class galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get the cockpit. The door won't open. Боинг 757, выполняющий рейс 77 American Airlines, отрывается от взлетной полосы аэропорта Даллес в Вашингтоне и берет курс на Лос-Анджелес. На борту 6 членов экипажа и 58 пассажиров, включая 5 угонщиков. Вместо внутрисалонной связи террорист Мохаммед Атта по ошибке выходит в радиоэфир. We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. 15 Southwest at Bono going to Hampton. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Рейс 11 разворачивается на юг и, отклоняясь от маршрута, вместо Лос-Анджелеса берет курс на Нью-Йорк. Семья 16-летней Риты Калева живет в Нижнем Манхэттене. Из ее комнаты открывается вид на башни Всемирного торгового центра. Этим утром, как и всегда,
она приходит в свою школу рядом с Центральным парком и готовится к первому уроку. Расти там было здорово. Прямо перед нашими окнами находился Всемирный торговый центр. Всю свою жизнь я его обожала. Мне нравилось на него смотреть, особенно ночью. Просто смотрела на узоры окон. И в некоторых офисах, знаете ли, целый этаж был освещен, а на других этажах горела лишь пара лампочек. Я никогда не думала, что что-то может случиться. Я совсем не боялась. Диспетчеры просят пилотов рейса 175 помочь найти самолет, пропавший с радаров, рейс 11. Он должен находиться примерно в 16 километрах к югу. United 175, you have him at 12 o'clock now, 5-10 miles. Affirmative. We have him. He looks about 28,000. Okay, thank you. Пилоты 175-го не знают, что на их собственном борту тоже находятся 5 захватчиков. Диспетчеры пытаются связаться с военными. Вызов принимает Джереми Пауэлл, служащий северо-восточного сектора воздушной обороны. Там сегодня проходят те самые учения, и сержант поначалу сомневается, что тревога настоящая. Roger, weapon, Sergeant Powell. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to. We need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Okay, hey, hold on 1 second, okay? Yep. Рейс 93 вылетает из аэропорта Ньюарка и направляется в Сан-Франциско. Из-за высокой загруженности аэропорта вылет задержан на 41 минуту. На борту Боинга 757 находится 44 человека, в том числе 4 угонщика. Когда пилотам F-15 Дэниелу Нэшу и Тимоти Даффи приходит приказ подняться на перехват, они уже сидят в своих истребителях. Их предупредили по неофициальным каналам. Нэш должен быть на задании главным, а Даффи его помощником. Но тот спрашивает: Ты когда-нибудь участвовал в перехвате самолета? Нет, а я да. Несколько лет назад Даффи перехватил угнанный самолет Люфтганза. Узнав об этом, Нэш передает руководство ему. Хорошо, ты будешь первым, я буду вторым. Пилоты рейса 175 докладывают нью-йоркскому наземному диспетчеру о сообщении, которое прозвучало с рейса 11. Рейс 175 входит в воздушное пространство Нью-Йорка. Контроль за ним переходит к диспетчеру Дэйву Баталье. Он переговаривается с капитаном 175-го по поводу рейса 11, с экипажем которого потеряна связь. В этот момент его сосед по рабочему месту, диспетчер Марк Мерсет, указывает на точку на радаре. Видишь эту точку? Это рейс 11 American Airlines. Бостон считает, что это угон. Удивленный сообщением об угоне, Дэйв Баталье переключается от наблюдения за 175-м рейсом на захваченный 11-й и будет смотреть на метку самолета, пока она не исчезнет с радаров над Нью-Йорком. Именно в этот момент происходит угон рейса 175. Стюардессы рейса 11 оказывают помощь пострадавшим и делают объявление по громкой связи. Если среди пассажиров врач, вдруг самолет делает резкий крен. Что-то не так. Мы резко снижаемся. Нас болтает во все стороны. Менеджер авиакомпании Майкл Вудвард просит стюардессу Эми Суини описать, что она видит в иллюминатор. Я вижу воду, я вижу здание. Мы летим низко, очень, очень низко. Мы летим слишком низко. О боже. Директор небольшой консалтинговой компании Бруно Делингер очень любит свой офис в Северной башне. Здесь на 47-м этаже царит такая тишина, что посреди этого шумного города она кажется настоящим волшебством. Я до сих пор очень хорошо помню этот звук. Немногие люди слышали двигатели самолета, работающие на полной мощности, когда он взлетает в небо. Иногда этот звук возвращается ко мне, преследует меня. И вдруг удар. Французские документалисты, братья Жюль и Гидеон Наде,
те самые, что делают фильм о нью-йоркских пожарных, сегодня снимают их работу в 10 кварталах от Всемирного торгового центра. Вдруг они слышат рев реактивных двигателей. Шуль поднимает камеру и фиксирует момент удара самолета по северной башне. Рейс-11 врезается в нее между 93-м и 98-м этажами на скорости 755 км в час. Он пробивает здание до середины, где расположены его силовые конструкции, и перерезает все 3 лестницы, засыпая их обломками. Тонны авиационного керосина создают огромный пожар. Адвокат из Вашингтона Фрэнк Розана спит в своем номере в отеле Marriott. Это отдельное здание комплекса Всемирного торгового центра. Помню, раздался сильный хлопок. Я встал с кровати, выглянул. На землю летели бумаги. Подумал, наверное, ветер открыл окно. Повернулся и снова лег. От удара самолета и взрыва здание 3 минуты раскачивается так сильно, будто за окном бушует шторм. Но директор консалтинговой фирмы Бруно Делингер спокоен. «Не волнуйтесь, наверное, самолет врезался в здание», — говорит он подчиненным. Бруно знает, что в 1945 году в Empire State Building уже врезался бомбардировщик. Тогда погибли 14 человек, но здание все еще стоит. Не повод для паники. Мы живы и здоровы. Я спокоен. Наверное, слишком спокоен. Мы потеряем несколько дней работы, думаю я, и это досадно. Секретарша юридической фирмы Диана Дефонтес спешно собирает свои вещи. Чтобы понять, что на самом деле произошло, она звонит близкой подруге. «Включи телевизор и скажи, что там происходит». Она сказала, что смотрела на экран и пыталась по этажам понять, на каком уровне врезался самолет, но так и не разобрала. Тогда я сказала: «Слушай, я знаю, что выживу, но на всякий случай. Если вдруг не смогу, поцелуй от меня свою дочь. Я люблю тебя, думаю о тебе и собираюсь выбраться отсюда». Я произнесла это еще и потому, что хотела сама в это верить. Нью-йоркский пожарный Ричард Соул принимает в своей части душ перед дежурством. Тут поступил вызов. Кто-то вбегает и кричит: «Самолет только что врезался в башню». Я отвечаю: «Да что ты говоришь?» Я подумала, они пытаются вытащить меня из душа, знаете, чтобы мукой меня обсыпать или еще какую-нибудь шуточку устроить, как обычно. Или сейчас возьмут да воду выключат. Трансляцию кадров пожара начинает CNN. Would you like to lower your monthly mortgage payments or use the equity in your home to consolidate your credit card or other debts? Just log on. Да. Поступают последние новости. Сейчас на экране вы видите шокирующий кадр. Это Всемирный торговый центр. И у нас есть неподтвержденные сообщения о том, что сегодня утром самолет врезался в одну из башен Всемирного торгового центра. Среди миллионов зрителей канал смотрит исполнительный директор United Airlines Джим Гудвин. Он уже знает, что самолет принадлежал другой компании, American Airlines. Но в этот момент ему сообщают: «Босс, мы потеряли связь с одним из наших самолетов». Речь идет о рейсе 175. Предприниматель Бруно Делингер уже успел отпустить своих перепуганных сотрудников домой, но так как вся его работа основана на предоставлении данных из компьютерных баз, он решает перед уходом сделать их резервные копии, а то мало ли что может с ними случиться. Я вешаю упавшие картины, привожу все в порядок. Проверив все, я выключаю одно устройство за другим. Копировальную машину, телефонную станцию, машину для печати марок, освещение. Я запускаю резервное копирование сервера, пока выключаю другие компьютеры. Пока Делингер неторопливо прибирается в офисе, туда звонит отец его подчиненной по имени Сюзанна, перепуганный новостями по телевизору. Бруно поднимает трубку в безмятежном настроении. «Доброе утро, сэр. Как вы? Приятно с вами поговорить». «Да, она ушла. Я закрываю офис и ухожу. До свидания, сэр». Отец Сюзанны убежден, что Делингер прекрасно знает о том, что произошло в здании, где он находится, а тот ничего не спрашивает, уверен, что все не так уж и серьезно. Его-то офис почти не пострадал. Увидев первые кадры из Нью-Йорка, брат стюардессы Бетти Онг пытается до нее дозвониться.
На экране был огромный черный пролом в здании Всемирного торгового центра, из которого валил густой дым. Я позвонил сестре Кэти и сказал: «Проснись, включи телевизор и посмотри, что показывают». Комментатор говорил, что это был самолет American Airlines. Я спросил: «Ты знаешь, где сейчас Бетти?» Она ответила: «Бетти должна вылетать из Бостона». Я уточнил: «Думаешь, она могла быть в том самолете?» Мы просто не знали. Я оставил сообщение на ее мобильном, попросив: «Как только приземлишься, где бы ты ни была, пожалуйста, позвони и скажи, что с тобой все в порядке». Но звонка от Бетти так и не было. Я позвонил в American Airlines, и только тогда подтвердилось, что Бетти была на том рейсе. Отклонившийся от курса рейс 175 совершает почти полный разворот над территорией штата Пенсильвания и берет курс на север, в сторону Нью-Йорка. Когда United 175 сделал последний разворот в сторону Манхэттена, нам окончательно стало ясно, что происходит. Наш мир и наша жизнь уже не будут прежними. Пока весь остальной мир еще думал, что это просто страшная авария, мы наблюдали это из первых рядов. Самую крупную атаку на территории США со времен 7 декабря 1941 года — Пёрл-Харбор. Одна из стюардесс 175-го дозванивается до технического центра United Airlines в Сан-Франциско. О боже, экипаж убит. Бортпроводник ранен ножом. Нас захватили. Связь обрывается, диспетчер отправляет сообщение на борт, но ответа уже нет. Несколько минут назад диспетчер Дэйв Баталья отвлекся от своего рейса 175, наблюдая за угнанным рейсом 11. Только сейчас он замечает, сигнал транспондера 175-го изменился, по всей видимости. Это сделали террористы, чтобы сложнее было отследить самолет. Два истребителя F-15 взлетают по приказу перехватить рейс 11. По воспоминаниям пилотов, все происходит очень быстро. Мы сели в самолеты, готовые к бою. Зажегся зеленый свет, и мы получили приказ на взлет. Но это происходит лишь через 26 минут после того, как диспетчеры убедились, что рейс 11 захвачен, и через 6 минут после того, как он врезался в Северную башню. На внутренних авиалиниях США широко распространена система AirPhone – телефонные звонки с борта самолета. На спинках кресел установлены телефонные трубки. Чтобы позвонить, нужно лишь вставить кредитку. Правда, тарифы очень высокие – $2-3 за подключение и столько же за каждую минуту разговора. Сигнал при этом идет не через спутники, а через сеть наземных вышек. Айтишник Питер Хансон вместе с женой и 2-летней дочкой находится на борту рейса 175. С помощью AirPhone он звонит в Коннектикут своему пожилому отцу Ли Хансону. О господи, они зарезали стюардессу. Нас, похоже, захватили. Глава Нью-Йоркского диспетчерского центра Майкл Маккормик видит столкновение первого самолета с башней по CNN. Он понимает, что рейс 175, за которым он следит на радаре, летит туда же. Пожалуй, это были самые тяжелые 11 минут в моей жизни. С момента потери связи с самолетом до его удара по башне. Все это время я знал, да все мы знали, что сейчас произойдет. И это было ужасно. Рейс 77, следующий из Вашингтона в Лос-Анджелес, отклоняется от своего маршрута без разрешения. Это замечает диспетчер в Индианаполисе. Все попытки связаться с пилотами безрезультатны. Президентский кортеж Джорджа Буша прибывает в начальную школу в городе Сарасота. В этот момент его помощникам на пейджеры приходят новости о событиях в Нью-Йорке. Если кто-то их не застал, это такие устройства, на которые можно было отправить сообщение, продиктовав его оператору по телефону. Ответить с пейджера было невозможно, собеседнику требовался такой же звонок оператору. Да уж, это вам не современный телеграм. К слову, там мы тоже представлены, и это совершенно другой опыт. Вы не знакомитесь с событием за один подход, а постепенно читаете посты о том, что происходило ровно в эту минуту много лет назад. Как будто все происходит в прямом эфире. Подпишитесь прямо сейчас, а то потом забудете. Я был ошеломлен.
Этим самолетом управлял, должно быть, самый худший пилот на свете. Как он мог врезаться в небоскреб посреди бела дня? Возможно, у него случился сердечный приступ. В отличие от рейсов 11 и 175, с 77-го не приходит никаких радиосообщений. Он продолжает крутой разворот и внезапно отключает транспондер. В этом районе используются только радары, работающие именно по сигналу транспондера. Обнаружить самолет больше невозможно. Следующие 36 минут диспетчеры ищут его по ходу изначально заданного курса. Все это время никем не отслеживаемый самолет летит обратно на Вашингтон. Пожарный Джон Марибита прибывает по тревоге к башням-близнецам. Я увидел вокруг много фрагментов серого и розового цвета, похожих на теплоизоляцию. Позже я понял ужасную правду. Это не изоляция. Это куски человеческой плоти, разорванные при крушении самолета или взрыве. Трупы были разбросаны повсюду, буквально по всему двору. Я доложил, что, похоже, разбился действительно большой самолет, а не маленький. Пассажир рейса 175 Брайан Суини пытается дозвониться своей жене, но попадает на автоответчик. Джулс, это Брайан. Слушай, я в самолете, который захватили. Если все пойдет плохо, а пока все выглядит не очень хорошо, я просто хочу, чтобы ты знал. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты жила полной жизнью. То же самое касается моих родителей и всех остальных. Я просто очень тебя люблю. Увидимся, когда ты тоже окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я тебе еще позвоню. Пассажир Питер Хансен снова дозванивается до своего отца. Все плохо, папа. Стюардессу зарезали. У них, похоже, есть ножи и перцовый баллончик. Они сказали, что у них есть бомба. В самолете все очень плохо. Пассажиров тошнит. Самолет делает резкие движения. Не похоже, что им сейчас управляет пилот. Похоже, мы падаем. Я думаю, что они намерены лететь в Чикаго или куда-то еще и врезаться в здание. Не волнуйся, пап. Если это произойдет, то очень быстро. Боже мой, боже мой. В южной башне звучит объявление: зданию ничего не угрожает. Всем можно возвращаться на свои рабочие места. Наше здание в безопасности. Вы можете вернуться на свой этаж. Если запыхались, можете выпить воды или кофе в кафетерии. Вице-президент США Дик Чейни смотрит в Белом доме кадры с места происшествия по телевизору. Я сидел и думал об этом. День был ясный, не было никаких проблем с погодой. Как, черт возьми, самолет мог врезаться во Всемирный торговый центр? Предприниматель Бруно Делингер уже четверть часа собирает вещи в своем офисе, уверенный, что после случившегося здание непременно закроют на 2 недели. Не было никакой тревоги, не было призыва к эвакуации из здания. И вдруг шестое чувство велело мне немедленно уходить. Сразу же. В моей голове все произошло очень быстро. Спустя 15 минут после взрыва самолета над его собственной головой Бруно Делингер наконец выходит из своего кабинета. Дойдя до лестницы, он видит на ней 3 совершенно разных потока людей. Обычные люди, такие как я, спускающиеся вниз. Люди, которые спускались с верхних этажей и которые были очень тяжело ранены. Ни кожи, ни волос, просто ожоги. А 3-й поток из пожарных. Они были на пределе своих сил. И пока я спускался, они поднимались наверх, навстречу своей смерти. А я спускался, чтобы выжить. Тысячи работников компании в Южной башне наблюдают за трагедией в Северной из-за своих рабочих столов. Среди них трейдер Брэд Фетчер. Он звонит своей матери и оставляет сообщение на автоответчике. Привет, мама, это Брэд. Я звоню сказать, что я в порядке. Ты, наверное, слышала, что в 1-ю башню ударил самолет. Мы тут все в порядке во 2-й башне. Но зрелище очень страшное. Я видел, как парень упал с 91-го и летел до земли. Позвони мне, как сможешь. Мы тут, наверное, до конца дня будем сидеть. Позвони мне. Я тебя люблю. Жду звонка. Диспетчерской вышкой аэропорта Ньюарка, с которой открывается панорама Манхэттена, связываются коллеги из Нью-Йорка. Они просят посмотреть в окно, попытаться найти пропавший рейс 175. Диспетчер Рик Теппер видит самолет. Самолет резко накренился вправо и ушел в пике. Двигаясь вдоль реки Гудзон, он сделал еще один резкий левый поворот и направился прямо к центру Манхэттена.
Было видно, что пилот пытался выровняться по башне. Он почти выровнял самолет и просто... На скорости 965 км в час рейс 175 врезается в южную башню. Разрушает этажи с 78 по 84 и пробивает здание насквозь. Сотни миллионов людей по всему миру видят это в прямом эфире. Несмотря на колоссальные разрушения, одна лестница остается целой, но быстро заполняется дымом. Из-за этого многие люди с верхних этажей поднимаются на крышу, вместо того, чтобы спуститься по уцелевшей лестнице. В номере отеля «Мариот» в отдельном здании комплекса снова просыпается адвокат Фрэнка Розана, тот самый, который просто перевернулся на другой бок, услышав звук попадания самолета в Северную башню. Теперь он все же включает телевизор и узнает, что над его головой только что разбились 2 самолета. Пилоты 2 F-15, поднятых на перехват рейса 11, видят дым над Манхэттеном. Скажи мне, что это облако. Нет, это дым. Пилоты думают, что преследуют первый захваченный самолет, когда им сообщают, что в башне врезался уже второй. Это стало неожиданностью для нас обоих. У нас в кабине нет CNN, поэтому те, кто смотрел новости, лучше нас понимали, что происходит. После атаки на Всемирный торговый центр в израильский офис компании Adige Messenger вновь приходит сообщение с угрозой от неизвестного отправителя. Разве я не говорил тебе, что мы трахнем тебя и твою мать США? Ждите своей очереди, сыновья свиней. Бум-бум-бум. С авиабазы Лэнгли в воздух поднимаются 3 истребителя F-16. В кабине уже сработал сигнал военной тревоги, а пилотам сообщили, что рейс 77 захвачен и летит на Вашингтон. Но в результате ошибочно заданного маршрута вместо перехвата истребители уходят строго на восток. Из-за этого над столицей они появятся только через полчаса и всего за 3 минуты до того, как рейс 77 врежется в Пентагон. Глава президентской администрации Эндрю Карт входит в класс, где проходит открытый урок с участием Джорджа Буша. Он подходит к президенту и шепчет на ухо: «Второй самолет врезался в другую башню. Америка атакована». Я хорошо осознавал, что на меня направлены камеры. Я пытался все осмыслить. Мне не с кем было поговорить. Я сидел в классе с маленькими детьми, слушал сказку и понимал, что я главнокомандующий, а страна только что подверглась нападению. Президент Буш остается в классе. Второклассники читают ему сказку «Козленок». Иногда он что-то комментирует, чтобы поддержать разговор. Пресс-секретарь Ари Флейшер встал между мной и портретами. Он стал показывать мне руками знаки, в которых читалось «Ничего пока не говорите». Я и не планировал. Журналистка CNN Барбара Олсон, летящая рейсом 77, звонит своему мужу Теодору, представителю правительства в Верховном суде США. Я почувствовал облегчение, когда она позвонила, но потом она сказала, что их самолет захвачен. Мы поговорили минуту или 2, и связь прервалась. Теодор Олсон звонит к себе в Министерство юстиции и сообщает о захвате рейса 77. Старшеклассница Рита Кальва сидит за своей партой в школе в Нижнем Манхэттене, но вместо обычной утренней школьной суеты она замечает в поведении учителей странную нервозность. Наш учитель сказал, во Всемирный торговый центр врезались 2 самолета, пассажирские, похоже на теракт. Кто-то сделал это специально. Урок в начальной школе Сарасоты подходит к концу. Дети убирают учебники. Президент Буш прощается с ними, советуя напоследок быть хорошими гражданами своей страны. Он выходит из класса и собирается со своей командой в соседнем кабинете. Пока ему готовят текст экстренного заявления, Буш смотрит новости по телевизору. Он повторяет снова и снова: «Мы в состоянии войны». Я в ужасе смотрел замедленный повтор того, как второй самолет врезается в Южную башню. Огромный огненный шар и облако дыма были намного ужаснее, чем я себе представлял.
Диспетчер United Airlines Эд Баллинджер отправляет текстовые сообщения 16 рейсам, предупреждая их о столкновении самолетов с башнями. В их числе рейс 93. Остерегайтесь проникновения в кабину. 2 самолета в Нью-Йорке врезались в здание Всемирного торгового центра. Пилот 93-го Джейсон Далл отвечает диспетчеру. Эд, подтверди последнее сообщение. Джейсон. Это последняя связь с пилотами рейса 93. После крушения рейса 175 авиакомпания United Airlines приостанавливает все вылеты своих самолетов. Неразбериха не утихала. Рулежные дорожки забиты самолетами. Эфир трещит от реплик раздраженных экипажей. Было как на смене в разгар гроз, а я еще и утренний кофе не успела выпить. И тут сквозь весь этот гул прорвалась передача от одного из моих бортов. Пилот сообщил мне и всем, кто стоял в очереди на вылет. Ему позвонила жена на мобильный. «Не взлетай», — сказала она, — «это теракт». Пожарный Ричард Соул приезжает со своим звеном по тревоге на Манхэттен. То, что мы увидели под ногами, поражало. Куски самолета, разбитые машины, части тел. Все выглядело как сцена из баек из склепа. Повсюду торчали оторванные руки. Тела разметало в клочья. Мы проехали мимо одной машины, у нее были настежь распахнуты обе двери, водительская и пассажирская. А на задней половине машины лежал авиадвигатель. Еще пару дюймов, и тех двоих, что были в машине, тоже бы прикончило. Видно, свой счастливый билет они вытянули. На рейсе 93 с мест поднимаются 3 пассажиров, выходцев с Ближнего Востока. Они надевают на головы красные повязки, у одного из мужчин нож. Другой держит красную коробку и объявляет, что в ней бомба. Захватчики сгоняют всех в хвост самолета и говорят, что собираются его взорвать. United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound 370. Negative contact, we're looking United 93. Террористы штурмуют кабину пилотов рейса 93. В ходе борьбы происходит хаотичное нажатие на органы управления самолетом. Он резко сбрасывает 200 метров. Somebody call Cleveland. Roger, American 1060 with you. We're 370. We're slowing due to the delays possible going eastbound. That's American 1060. You got United 93? United 93. South of Chardonnay has descended. What's that? В начальной школе города Сарасота президент Буш делает первое заявление об атаке на башни-близнецы. Сегодня в нашей стране произошла национальная трагедия. 2 самолета врезались во Всемирный торговый центр в террористической атаке против нашей страны. Было слышно тяжелое дыхание родителей и всех остальных, кто ожидал услышать мою речь по поводу образования. Пассажир рейса 93, топ-менеджер медицинской компании Том Бернетт, звонит по Airphone своей жене Дине. Он сообщает, что самолет захвачен и на борту уже есть раненые. По моему телу прокатилась волна ужаса. Я сильно занервничала, но взяла себя в руки. Надо мыслить трезво. Я должна помочь своему мужу. Я позвонила в 911, и меня соединили с ФБР. Рейс 93 разворачивается в воздушном пространстве над штатом Огайо и вместо Сан-Франциско берет курс на юго-восток в сторону Вашингтона. В районе неподалеку от Пентагона в многоквартирном доме происходит пожар. Служба спасения направляет туда 9 пожарных и медицинских подразделений. Так, по чистой случайности, значительное количество пожарных и медиков оказывается поблизости от Пентагона. Военный грузовой самолет Си-130 получает задание догнать и визуально идентифицировать неопознанный самолет, направляющийся к столице. Диспетчер спрашивает пилота, видит ли он цель. Это мягко сказано. Он почти полностью заслоняет нам лобовое стекло. Рейс 77 уже в небе над Вашингтоном, скорость 640 км в час, высота 2100 метров. Вопреки опасениям, самолет все-таки не летит на Белый дом. Он выполняет сложный маневр, круто снижается по спирали, сбрасывая высоту за 2,5 минуты.
6 miles southeast of the White House. He's moving away? Southeast of the White House. Aircraft is moving away. Moving away from the White House. Yeah. Очевидцы позже отметят, разворот был настолько плавный, что, по всей видимости, никакой борьбы за управление не было. Топ-менеджер медицинской компании Том Бернетт во второй раз звонит своей жене Дине. Они в кабине пилотов. Парень, которого порезали, мертв. Мертв? Да, я пытался оказать ему первую помощь, но у него нет пульса. Том, они захватывают самолеты по всему восточному побережью. Они врезаются на них в заранее выбранные цели. Они уже ударили по обеим башням Всемирного торгового центра. Ранее Том действительно слышал разговор между террористами, что они разобьют этот самолет. Он поворачивается к сидящим рядом пассажирам и произносит: «Господи, да они же смертники!» Пожарный Алан Уоллес работает на вертолетной площадке Пентагона. Он слышит странный шум и поднимает голову. Прямо на него летит самолет. Высота не больше 8 метров, но шасси не выпущены. Уоллес ныряет под стоящий рядом фургон. Он видит, как самолет задевает верхушки уличных фонарей. Рейс 77 врезается в западное крыло Пентагона на уровне первого этажа под углом в 42 градуса и пробивает его на глубину более 60 метров. Это единственное из 5 крыльев здания, обладающее не только системой пожаротушения, но и укрепленное сетью стальных колонн и балок, способных выдержать взрывы бомб. Это результат только что выполненного капитального ремонта. Здесь же вставлены непробиваемые окна толщиной 5 сантиметров и весом больше тонны каждая. Многие из них остаются целыми даже после взрыва самолета. Из-за ремонтных работ в здании находится около 800 человек вместо обычных 4500. Благодаря этим 3 факторам – системе пожаротушения, новым мощным колоннам и непробиваемым стеклам – выживают 675 из них. 125 погибают. Здание содрогнулось. Подземные толчки продолжались не более нескольких секунд, но я знал, что только что-то по-настоящему массивное могло заставить содрогнуться сотни тысяч тонн бетона. Легендарный генерал Шерман сказал, что война — это ад. Ад обрушился на Пентагон. Диспетчер выходит на связь с пилотом военно-транспортного самолета Си-130 Стивеном О'Брайеном, которому за минуту до этого приказали сесть на хвост подозрительному Боингу над Вашингтоном. Go for 86, thank you. Descend and maintain 2000. Okay, we're down to 2000. And this is go for 06. It looks like that aircraft crashed into the Pentagon, sir. Go for 86. Go for 06, thank you. Глава охраны президента США Брайан Стаффорд передает записку советнику по борьбе с терроризмом Ричарду Кларку. Радар показывает, что самолет направляется в эту сторону. Я собираюсь эвакуировать Белый дом. Но почти одновременно помощник Кларка сообщает ему, что самолет только что врезался в Пентагон. В это самое время на видеосвязи оттуда с ним находится министр обороны Дональд Рамсфилд. Удар был очень сильным. В тот момент я не знал, что именно произошло. Как советник по борьбе с терроризмом, Кларк немедленно берет на себя лидерскую роль в группе президентских советников. Он понимает, что главное в такой момент не потерять самообладание и действовать решительно. Никаких эмоций. Мы должны сосредоточиться. Узнайте, где находятся истребители. Нужно сейчас же установить боевое воздушное патрулирование над каждым крупным городом. После удара по Пентагону становится ясно, что следующей целью может быть Белый дом. Агенты секретной службы, охраняющие первых лиц, быстро выводят вице-президента Дика Чейни из кабинета и припровождают его в подземный президентский центр управления в чрезвычайных ситуациях. Спецагент Джимми Скотт ворвался в кабинет. «Господин вице-президент, нам нужно немедленно уходить». Не дожидаясь моего ответа, он обошел мой стол, положил одну руку мне на пояс, а другую на плечо и вытолкнул меня из кабинета. Пилот F-16 Крейг Боргстром замечает черный столб дыма над Вашингтоном. Я на автомате вспомнил о русской угрозе. Я имею в виду угрозу крылатых ракет с моря. Смотрю вниз, горит Пентагон, и я подумал, эти сволочи проскочили мимо нас. Никаких самолетов не было видно, никто ничего нам не сообщил.
Агенты ФБР оперативно изымают записи с камер видеонаблюдения, снявших момент удара по Пентагону, в том числе на ближайшей автозаправке. Я никогда не видел, как выглядели записи. ФБР приехало в течение нескольких минут и забрало пленку. Единственное видео удара самолета по Пентагону будет опубликовано только спустя 5 лет. Спустя 83 минуты после захвата первого самолета и через 9 минут после захвата последнего экипажам остальных гражданских судов наконец-то рассылают требование запереть вход в кабину пилотов. Произошла террористическая атака на самолеты United Airlines и American Airlines. Возможны новые нападения. Перекройте доступ в кабину пилотов. Дополнительных сведений нет. Пассажир рейса 93, менеджер по продажам Джереми Глик, звонит своей жене Элизабет. Лиз, мне надо знать. Один из пассажиров звонил своей жене, та сказала, что они разбивают самолеты о Всемирный торговый центр. Тебе нужно держаться, но да, это так. Джереми говорит Элизабет, что пассажиры готовятся оказать террористам сопротивление и пойти на штурм захваченной кабины пилотов. Это их последний шанс выжить. Это не было сказано вслух, но было понятно, что он со мной прощался. Я была удивлена той атмосферой, которая царила на борту в этот момент, тем, насколько на заднем плане все было спокойно. Никаких криков, никакого шума, никакой суеты. Элизабет уточняет, есть ли у террористов огнестрельное оружие. Джереми отвечает, что нет. В конце концов, я просто положилась на интуицию. «Дорогой, ты должен это сделать». И тогда он пошутил. «У меня есть мой ножик для масла из набора для завтрака». Это было так в духе Джереми. Супруги плачут. Джереми готовит жену к тому, что жить дальше придется без него. Мы говорили друг другу «я тебя люблю» 1000 раз, снова и снова. Это принесло нам такое умиротворение. Дело было не в словах, а в том, что стояло за ними. Он сказал мне «я люблю Эми, это наша дочь», и попросил заботиться о ней. Потом он произнес «какие бы решения ты ни приняла в дальнейшем в своей жизни, для меня главное, чтобы ты была счастлива. Я приму любое твое решение». Эти слова утешают меня больше всего. Он говорил уверенно, без паники, смотрел на ситуацию предельно ясно. Я сказала ему представлять наш с Эми образ, чтобы держаться. Джереми просит Элизабет не вешать трубку. Его телефон останется на связи до самого конца полета. Террорист Зияд Джаррах снова пытается сделать объявление в салон рейса 93 и вновь путает кнопки. Его слышат диспетчеры, а не пассажиры. United 93 calling. United 93, understand, have a bomb on board, go ahead. And center executive 956S was the transmission. Executive 956, did you understand that transmission? The affirmative, he said there was a bomb on board. And that was all you got out of it also? The affirmative. Roger. United 93, go ahead. У нью-йоркского пожарного Бейли Стюарта сегодня выходной, но узнав о катастрофе на Манхэттене, он все равно принимает решение прибыть в свою часть. Вместе с одним из стажеров они приезжают на место катастрофы. Мы объезжали обломки самолета. Повсюду были человеческие останки. Никогда в жизни я такого не видел. Думаю, никто не видел. Не менее 200 человек, отрезанных от всякой возможности спасения, не выдерживают чудовищного жара и ядовитого дыма. От отчаяния они спрыгивают вниз. Один из них падает прямо на пожарного Дэниела Сура. Он становится первым погибшим огнеборцем. Всего их будет 343. И вдруг я заметила людей, которые прыгали вниз. Сначала я даже не понял, что это такое, пока не увидел машущие руки и ноги. Думаю, за это время, что мы там стояли, прыгнули человек 30-40. Мы были в шоке от происходящего. Казалось, я нарушаю нечто священное. Они выбирали смерть, а я на это смотрел. Я и еще один парень отвернулись к стене, но мы все равно слышали, как они ударялись о землю. Пассажир рейса 93 Марк Бингем звонит своей матери Элис Хогланд.
Я хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя. Я люблю вас всех. Я лечу рейсом из Нью-Йорка в Сан-Франциско, и 3 мужчин захватили самолет. Они говорят, что у них есть бомба. Я звоню тебе с бортового телефона. Ты должна мне поверить. Это правда. Среди пассажиров рейса 93 менеджер IT-компании Тодд Бимер. Его жена беременна. Чтобы не шокировать ее зря, вдруг ему все-таки удастся выжить, он не звонит ей напрямую, а решает передать последние слова через оператора Airphone. Тот нажимает кнопку 0. Трубку берет сотрудница Лиза Джефферсон. Он сказал, что самолет захватили 3 человек. 2 из них вооружены ножами. Они проникли в кабину пилотов и заперлись изнутри. У 3-го на поясе бомба. Тот диктует оператору имя своей жены, а затем свое собственное имя и место рождения. Я спросила, хочет ли он, чтобы я соединила его с супругой. Он ответил, не надо, на случай, если в этом не будет необходимости. Но попросил, если мне удастся посадить самолет, чтобы я позвонила его жене и передала, как сильно он любит ее и всю их семью. Оператор слышит на заднем плане, что несколько пассажиров читают молитву. Вместе с Тоддом она читает «Отче наш». Он был так спокоен все это время. Я просто старалась быть настолько же спокойной, как он. Супруги Том и Дина Бернетт говорят по телефону в 3-й раз. Том, они только что ударили по Пентагону. Понял. Они обсуждают, что надо разбить наш самолет о землю. Надо что-то делать. Я сейчас продумываю план. Я уже сообщила властям. Мы не можем ждать властей, надо что-то делать. Кто вместе с тобой? Нас тут уже несколько человек, целая группа. Не волнуйся, я перезвоню. Умение решать проблемы – это вообще сильная сторона Тома. По сути, его главная должностная обязанность на посту операционного директора медицинской компании. Всю свою жизнь он только этим и занимается, разбирается с проблемами, и тот день не становится исключением. Он очень спешил. Он собирал всю информацию, составлял план действий и уж, поверьте, не тратил время, чтобы вспоминать всю свою жизнь или шептать нежности в трубку. Он решал проблему и собирался вернуться домой. Советник президента по борьбе с терроризмом Ричард Кларк собирает в центре видеосвязи всех сотрудников Белого дома. Он объявляет, что ради сохранения управляемости государства им необходимо эвакуироваться в резервные командные центры. Но советник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс с этим не согласна. Никто из нас тебя не оставит, так что давай просто вернемся внутрь. Подождите, мы будем следующей целью. Уйти не стыдно. У некоторых из вас есть дети, подумайте о них. Кларк говорит эти слова, глядя на еще одного советника, Роджера Кресси, у которого через несколько месяцев должен родиться ребенок. Вместе с коллегами Кондолиза Райс срочно спускается в бункер под Белым домом. Она задерживается лишь на минуту, чтобы сделать несколько важных звонков, в первую очередь своей семье. Я также еще раз поговорила с президентом и сделала то, чего никогда не делала раньше и больше никогда не сделаю. Когда он сказал «я возвращаюсь», я повысила голос на президента США и сказала «вы не можете возвращаться, здесь небезопасно, Соединенные Штаты подвергаются нападению». Пассажирка Линда Грёнлунд звонит своей сестре Эльзе, но попадает на автоответчик. Это Лин. У меня всего минута. Я на рейсе United 93, и его захватили террористы, которые говорят, что у них бомба. Похоже, они уже направили пару самолетов во Всемирный торговый центр и, видимо, собираются разбить и этот. Больше всего я просто хотела сказать, что люблю тебя, и я буду по тебе скучать. И, пожалуйста, передай мою любовь маме и папе, и я просто люблю тебя и просто хотела тебе это сказать. Я не знаю, получится ли у меня еще когда-нибудь сказать тебе это или нет. Все мои вещи в сейфе. Сейф в моем шкафу в спальне. Комбинация такая. Нажми С, потом 0913, потом дальше должно быть, может быть, решетка, и тогда он откроется. Люблю тебя и надеюсь, что скоро смогу с тобой поговорить. Пока. На автоответчик попадает и стюардесса Сиси Лайлз, звонящая себе домой. Привет, милый. Милый, ты должен внимательно меня слушать. Я в самолете, который захватили. Я в самолете. Я хочу сказать, что люблю тебя. Пожалуйста, скажи нашим детям, что я очень их люблю, и мне так жаль, дорогой. Я не знаю, что сказать.
Здесь 3 человека, они захватили самолет. Я стараюсь быть спокойной. Мы совершили разворот. Я слышала, что самолеты врезались во Всемирный торговый центр. Я надеюсь еще раз увидеть твое лицо, милый. Я люблю тебя. Прощай. Стюардесса рейса 93 Сэнди Брэдшоу звонит своему мужу. Она рассказывает, что пассажиры хотят начать с того, чтобы взять на кухне кипяток и облить им террористов. В бункер под Белым домом, где находится вице-президент Дик Чейни, доставляют его жену Лин. Несколько чиновников, находящихся здесь же, участвуют в срочном совещании президентской администрации по видеосвязи. Это мешает второй леди смотреть новости по телевизору. Я не могу слышать вашу экстренную видеоконференцию, потому что миссис Чейни постоянно убавляет вам звук, чтобы слушать CNN. Том Бернетт в 4-й и последний раз звонит своей жене Дине. Он говорит, что пассажиры собираются дать террористам отпор, но Дина сама по профессии стюардесса и знает непреложные правила поведения при захвате заложников. Ладно, мы дождемся, когда будем пролетать над малонаселенной местностью, тогда попытаемся перехватить управление самолетом. Нет. Сядь, не двигайся и молчи, не привлекай к себе внимания. Дина, если они собираются разбить самолет, мы должны хоть что-нибудь сделать. Может, пусть власти что-нибудь сделают? Некогда нам ждать властей. Да и что они тут сделают? Сделать можем только мы сами. Я думаю, получится. Не бойся, сделаем что-нибудь. Борт номер 1 готовится к экстренному взлету. Президент уже в самолете. Секретная служба в состоянии боевой готовности. Оторвавшись от взлетной полосы аэропорта Сарасоты, борт номер 1 стремительно набирает высоту. Это было похоже на ракету. Целых 10 минут самолет почти вертикально поднимался вверх. Как только самолет набирает высоту в 13 тысяч метров, намного больше, чем обычно, Буш звонит вице-президенту Дику Чейни. Пока глава государства в воздухе, тот должен обеспечить реализацию его решений. Я сказал Дику, что наши пилоты должны связаться с самолетами, ведущими себя подозрительно, и попробовать посадить их, не применяя силы. Если этого сделать не удастся, их придется сбивать. Угнанные самолеты являлись орудием войны. И несмотря на страшную цену, которую в этом случае пришлось бы заплатить, данная мера могла спасти бесчисленное количество других людей. Это было мое первое решение, принятое в военное время в качестве главнокомандующего. Действительно тяжелый выбор. А вы согласны с таким решением? Как бы сами поступили, будь вы на месте президента? Можно подискутировать в комментариях. Пассажир Тодд Бимер и оператор Лиза Джефферсон заканчивают читать молитву. Это стало для него опорой, которую он искал. Дало ему мужество и силы, чтобы сделать то, что нужно было сделать. Тот говорит Лизе, что у пассажиров есть план, и сейчас они набросятся на террориста с бомбой. Он делает глубокий вдох, все еще держит трубку, но говорит уже не оператору, а куда-то в сторону. Готовы? Тогда вперед! Кричали женщины, кричали мужчины. Рядом с ним сидела стюардесса, вот ее было очень хорошо слышно. А так, просто очень громкий шум, гул, крики повсюду. Террористы в кабине пилотов видят, что пассажиры пошли в атаку. «Там драка», — говорит один из них. В салоне самолета раздаются крики. «В кабину! В кабину!» Один террорист командует другому удерживать дверь. Они обсуждают, стоит ли разгерметизировать самолет или вовсе разбить его. Заканчиваем? Доводим до конца? Нет, еще нет. Перекрой кислород, перекрой кислород, перекрой кислород, перекрой кислород. Сотрудник скорой помощи Майкл Кэхилл едет в машине ко Всемирному торговому центру. Один из ребят у нас в офисе потом верно подметил. Если бы за рулем в тот день был он или я, нас бы уже не было в живых. Но в тот день машину вел человек, который совершенно не знал Манхэттен. Парень, временно исполнявший обязанности на период отпуска основного сотрудника. Хороший парень. Кажется, он впервые возил с собой начальство. Ехал он очень-очень осторожно, как и положено. Даже поворотники включал при включенных сиренах и мигалках. Забавно. Обычно такого не увидишь. Предприниматель Бруно Делингер, поначалу не спешивший выходить из своего офиса,
наконец-то выбирается из Северной башни. Только здесь, обернувшись, он видит, что весь Всемирный торговый центр объят темно-оранжевым пламенем и очень черным дымом на фоне огромного прекрасного неба. Страховщик Кевин Косгроув звонит в службу 911 со 105-го этажа Южной башни, выше места попадания самолета. Он умоляет пожарных поторопиться к нему. Операторы ничем не могут помочь, но говорят с Кевином вплоть до обрушения небоскреба. Сэр, назовите номер телефона, чтобы я передала пожарным, куда идти. С какого номера вы звоните? Я едва его вижу. Едва видите его? 441-26-23. 441-26-23. Вы на 105-м этаже, в северо-западном углу здания, верно? Да. В Южной башне Всемирного торгового центра. Да. Девушка, нас тут двое. Мы не хотим умирать, но здесь становится все хуже. Я понимаю, сэр. Они пытаются доставить туда все снаряжение. Я стараюсь объяснить им, где вы находитесь. Оператор 911 звонит в пожарный департамент. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на линии. Пожалуйста, торопитесь. Департамент 408. Здравствуйте, это 1597. Детка, дай мне поговорить со звонящим. Где он? Он на линии. Дай мне поговорить с ним. Где возгорание, сэр? Дым очень сильный. 105-й этаж, Южная башня. Хорошо, держитесь, мы приедем, как только сможем. Мне все время это повторяют, но дым просто ужасный. Мы делаем все, что можем. Где вы? На каком этаже ваши ребята? Мы идем к вам. Что-то не похоже. У меня маленькие дети. Я понимаю, сэр, мы идем к вам. Он на 105-м этаже, в северо-западном углу. Он отключился у меня. Алло, оператор? Алло. Мы видим перед собой финансовый центр. Нас трое. 2 выбитых окна. О, Господи! В этот момент обрушивается Южная башня. Мгновенно погибает не менее 600 человек. Внезапно тьма обрушилась на нас с неимоверной силой. Я снова огляделся, но башни уже не было видно. Вместо этого раздался звук. Сейчас я даже не могу его описать. Он был настолько мощным, что сознание просто его заблокировало. Этот грохот до смерти меня напугал. Прекрасный солнечный день в этот миг превратился во тьму. Стал темнее ночи. Вокруг ничего не было видно. Еще более поразительным оказалось то, что наступила полная тишина. Воздух стал таким плотным, что звуковые волны больше не могли распространяться, и дышать было нечем. Я был уверен, что погиб, потому что происходящее было настолько чудовищным, что мой разум не мог этого осознать. В отеле «Мариот» адвокат Фрэнк Розана, который своими ушами слышал оба попадания самолетов в башни и видел их последствия по телевизору, неспешно принимает душ, одевается, собирается на деловую встречу, назначенную на это утро. Вдруг он слышит оглушительный грохот. Я почувствовал, как здание начинает разваливаться, словно его обстреливали артиллерийским огнем. Я выглянул в окно и увидел, как мимо проносится гора бетона и стали, словно в замедленной съемке, словно опускающийся занавес в театре. Я подумал, что это последние минуты моей жизни на земле, что моя дочь только что обручилась, а я никогда не увижу ее свадьбы. Музыкант Харли Динардо понимает, что его сестра Мариса, работавшая в Южной башне, не смогла спастись. И тут она просто начала рушиться. Я обернулся и стал спрашивать, это башня Всемирного торгового центра только что рухнула? И все отвечают, да. Я буквально лег на землю и заплакал, потому что знал, она не могла оттуда выбраться. Помню, я думал, если бы только свернуть за угол и увидеть ее, сидящую на бордюре или где-нибудь рядом, я бы обнял ее и уже никогда не отпустил. В тот момент я по-настоящему понял, как важно, чтобы те, кто рядом, всегда знали, что ты их любишь. Старшеклассница Рита Кальва все еще сидит за своей партой в школе у Центрального парка, но урок до сих пор не начинается. Вместо него и ученики, и сам учитель прильнули к радио, которое ведет
прямую трансляцию от Всемирного торгового центра. И вдруг репортер замолчала. Я услышала рев, крики. Она повторяла: «Держитесь, держитесь!» У меня все тело напряглось. Кто-то сказал: «Похоже, произошло обрушение». А в голове пронеслась только одна мысль: если эта башня падает на север, то прямо на мой дом. И все в классе обернулись ко мне. Я была единственной, кто жил в центре. Я позвонила домой. Телефон звонил, но папа оказался дома, и все было в порядке. Башня не задела наш дом. 7-е здание Всемирного торгового центра находится в непосредственной близости от южной и северной башен. Оно значительно ниже, всего 47 этажей. Обломки южной башни вызывают пожар сразу на 10 его этажах с западной и южной сторон. Одновременно они повреждают основную и резервную систему водоснабжения, необходимые для тушения пожара. На южной стороне 7-го здания зияла дыра этажей в 20, и на нескольких этажах шел пожар. Обломки падали на здание. Выглядело это плохо. Пожарный Джон Марибита, помогавший эвакуировать людей из южной башни, выбирается из-под ее обломков. Вокруг ревут сирены. Пострадавшие зовут на помощь. Одна из женщин, выбежавших через окно со мной, постоянно спотыкалась и падала. Бежала пару шагов и опять норовила грохнуться. Я раз за разом подхватывал ее за штаны и тащил вперед, стараясь держать перед собой. Каждый раз, как только она вставала, она снова падала. Тогда я не понимал, но теперь думаю, наверное, у нее была сломана нога. Возможно, обе ноги. Она просто не могла бежать. Тем не менее, мне удалось провести ее через всю Вест-стрит и передать сотруднику скорой помощи. На борту рейса 93 пассажиры штурмуют кабину пилотов. Один из террористов наклоняет самолет в разные стороны, чтобы помешать им проникнуть внутрь. Затем стабилизирует его и поворачивается к своему сообщнику. Все кончено? Может, просто разбить его? Пока нет. Если они ворвутся, разобьем. В кабину! Если не попадем туда, все умрем. Наконец, пассажиры выбивают дверь в кабину пилотов. Пора? Разбиваем? Давай, разбивай. Телефоны, оставленные включенными, передают только тишину, которую иногда сменяют крики. Речевой самописец фиксирует слова террористов «Аллаху Акбар». Последним звуком, который он запишет, будет резкий порыв воздуха в кабине. Рейс 93 падает на пустое поле в округе Сомерсет в Пенсильвании. Это примерно в 15 минутах полета от Вашингтона. Погибают все 44 человека на борту. Лиз Глик, которой звонил ее муж Джереми, до сих пор остается на линии и ждет, что он снова заговорит. Из-за катастрофы система Airphone не подает сигнала разъединения, и Лиз не будет класть трубку еще 100 минут. Американская разведка перехватывает переговоры между соратниками Бен Ладена. Мы поразили цели. В комнату к вице-президенту Дику Чейни входит военный. Он сообщает уже устаревшую информацию, что угнанный самолет находится в 80 милях от Вашингтона и направляется в сторону столицы. Имеют ли боевые самолеты право на перехват? Другими словами, имеют ли наши истребители право сбить американский пассажирский самолет, который предположительно был угнан? Да, без колебаний ответил я. Через мгновение он вернулся. Господин вице-президент, он находится в 60 милях отсюда. Имеют ли они право атаковать его? Снова да. Обрушивается фасад крыла Пентагона, в которое врезался рейс 77. На глазах у очевидцев прогнувшиеся перекрытия провисли и словно на шарнирах пошли вниз. Участок здания складывался этаж за этажом, будто его срезали ножом и оставили рассыпаться. Люди с ужасом и отчаянием смотрели, как с грохотом обрушаются сотни тонн бетона и кирпича. Юная жительница Манхэттена Рита Кальва наконец добирается до дома. Родители и ее брат рядом, но с ними все в порядке. Однако реакция ее отца на произошедшее оказывается довольно странной. Он ведет себя так, будто ничего не произошло. Чуть ли не первое, что он мне сказал, было: «Тебе нужно выгулять собаку». Я вывела ее. Иду, а люди бегут в сторону центра. Дети с рюкзаками, взрослые с портфелями. Все оборачиваются, смотрят вокруг в ужасе и недоумении, а я стою там со своей собакой.
Падает северная башня. На ее верхних этажах находились 1366 человек. Из-за полного разрушения самолетом всех лестниц никто из них не смог эвакуироваться. Все погибают. На нижних этажах работают десятки пожарных. Погибает не менее 121 из них. Свое расследование уже начало ФБР, но пока никто не берется сказать, кто стоит за этим терактом. И ваши кадры, мы в прямом эфире видим, как падает вторая башня. Такого центра больше нет. Здесь сложно очень что-либо говорить. Мы бросились бежать по улице, пробежали от силы ярдов 30, и тут ощущение, будто бежишь изо всех сил, и вдруг кто-то как треснет сзади по голове. Меня подбросило и перекувыркнуло. Сила воздушной волны была неимоверная. Нас просто снесло с ног. Тут один парень буквально на четвереньках приползает ко мне, умоляет: «У меня нет маски, не бросайте меня, я не хочу умирать». Я отвесил этому парню пощечину. Без понятия, из какого он подразделения, но, судя по черной лицевой маске на шлеме, из мотопомпы с автоцистерны. Я шлепнул его и говорю: «Да это пыль, дурень, пыль, понимаешь? Ты не умрешь, расслабься». Адвокат из Вашингтона Фрэнк Розано с трудом спускается с 19-го до 2-го этажа отеля Marriott. Он оказался сильно поврежден еще во время падения Южной башни. Вдруг я услышал звук, который можно сравнить только с грохотом товарного поезда, летящего прямо с неба на меня. Это рушилась северная башня. Этаж за этажом с грохотом обрушивались друг на друга. Щелк, 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 щелк. Нас накрыло новыми обломками. И я помню, как подумал: тебе не может повезти дважды пережить такое. И я начал молиться. Когда все стихло и обломки перестали падать, я понял: я еще жив. Обрушение северной башни уничтожает почти все, что осталось от отеля Marriott, за исключением нескольких этажей на южной стороне. Именно там и повезло находиться Розано и еще нескольким выжившим. Я думал, что умру, я не мог дышать. С каждым вдохом в легкие забивались пыль и грязь, кислорода не было. Помню, как я судорожно кашлял, как и все остальные в нашей группе. Через несколько минут этого надсадного кашля пыль начала оседать. И мы смогли, наконец, получить хоть немного кислорода. Под обломками северной башни, под чудом уцелевшим лестничным маршем постепенно приходят в себя 14 выживших. В абсолютной темноте лейтенант пожарной роты Микки Кросс видит перед собой тонкий луч, пробившийся сквозь кору обломков. Мы погребены под 110-этажным зданием, а я вижу солнечный свет. Намного меньше повезло полицейскому Уильяму Химена. Левая сторона его тела придавлена куском бетона. Собравшись с последними силами, он складывает руки в жесте «Я люблю тебя». Мы с женой делали это постоянно. Я подумал, если мне суждено умереть и меня найдут таким, то, надеюсь, жене скажут, что я умер с мыслями о семье. Выжившие пожарные начинают искать людей под обломками башен. Первыми проверяют тела, лежащие на поверхности. Если нет пульса, оставляют отметку рядом и, не теряя времени, идут искать живых. Пожарный Уэйн Мера пытается разыскать своих коллег в районе обрушения башен, но вокруг только пыль и тьма. В эфире творился сплошной хаос. Переговоры шли одновременно на всех каналах. Постоянно звучали Мэйдэй, аварийные вызовы. Каждый, как и я, пытался связаться со своими подчиненными, потому что если кто-то не отвечал, пришлось бы подавать официальный сигнал Мэйдэй. Мы пытались как-то организоваться, насколько это возможно в такой ситуации. Многие горожане приходят к руинам Всемирного торгового центра, чтобы помочь пожарным и спасателям. Тысячи людей вокруг наперебой протягивали нам бутылки с водой. Невероятное дело. Прямо на улице, считай, развернулась целая лавка со всякими припасами. Вода, напитки, что хочешь. Через считанные минуты каждый из нас получил воду. Примчались грузовички с провизией. С авиабазы Эндрюс взлетают 2 F-16. Обычно снаряжение истребителя ракетами занимает около часа. У пилотов этого времени нет. Истребители поднимаются в воздух без ракет, только с учебными патронами для пушек. Сбить самолет таким вооружением
невозможно. На самом деле, постоянно держать боевые ракеты в боевой готовности — серьезная угроза. Да, у нас они были, но не в собранном состоянии, и хранились раздельно. Не говоря уже о том, чтобы привести их на линию вылета и погрузить на самолеты. С базы Эндрюс взлетают еще 2 F-16, но уже вооруженные ракетами. Их ведут майор Дэниел Кейн и капитан Брэндон Расмуссен. Это первые истребители в небе над США, у которых есть не только приказ на уничтожение захваченных самолетов, но и оружие для его выполнения. Генераторы гудят, радио трещит, все говорят наперебой. На экстренных частотах доносится: любой, кто окажется возле Вашингтона, будет сбит. И я ловлю себя на мысли: подождите, это же я буду стрелять. Россия становится первой в мире страной, выразившей соболезнования США. Мы лучше всего понимаем чувства американского народа. Мы с вами. Мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. К слову, на нашем канале мы уже реконструировали многие переломные моменты истории путинской России. Но далеко не все. Со временем мы непременно сделаем поминутные реконструкции самого первого теракта этой эпохи — взрывов жилых домов в Москве. И на этот момент последнего — трагедии в Крокусе. Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить выход новых фильмов. В центре Нью-Йорка огнеборцы работают уже на последнем издыхании. Многие потеряли свои подразделения, а найти их в непроглядной пыли практически невозможно. Повсюду лежат изможденные пожарные. Кто где. Один с забинтованной головой, другой просто сидит, разинув рот, в полном ступоре. Ужасная картина. Ничего хуже в жизни не видел. Уже понимаешь, что многие ребята погибли, ушли из жизни. Шагаешь по этому месиву. Пыль, обломки, все как порошок. Мы весь день ходили там и дышали этой гадостью. Внезапно на место спасательных работ приезжает автобус с набравшимися тактических знаний слушателями курсов переподготовки. И с ними возникла проблемка. Некоторые сразу как вышли решили, что сейчас возглавят операцию. Вот этого момента они и ждали. Сразу видно людей, которых не было на месте. У них обувь чистая, а все остальные одинаково серые от пыли. И тут этот придурок, чье звание выше моего, заявляет: мужики, формируем оперативную группу, нужны добровольцы. Вернемся туда и заберем те машины. Если бы он хоть немного понимал, через что мы прошли. До 14 уцелевших под лестничным маршем в Северной башне наконец-то добираются спасатели. Когда людей извлекают, 13 из них оказываются сотрудниками экстренных служб. Лишь один гражданский. Лейтенант пожарной роты Микки Кросс берет у капитана список погибших коллег и вычеркивает из него свое имя. Когда мы заходили, там стояли 2 башни. Обычный Нижний Манхэттен, знаете, оживленный район. А вышли мы, и все вокруг было разрушено. Мир изменился вокруг нас. И я помню, как вышел, огляделся и подумал: боже мой, а вы выжили? Да, я выжил. С последними новостями из США в эфир Первого канала выходит главная телеведущая страны Екатерина Андреева. Однако ее голос звучит неожиданно гулко. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время», в студии Екатерина Андреева. Последние новости из США, которые получены буквально несколько минут назад. Я прошу прощения, сегодня очень нервный день, я забыла пристегнуть микрофон. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отвечает на вопрос о количестве жертв. Число жертв в итоге окажется больше, чем кто-либо из нас способен вынести. И я не думаю, что сейчас стоит гадать о числе погибших. Сейчас главное спасти как можно больше людей. По данным источников, о которых сообщил национальный корреспондент CNN по вопросам безопасности Дэвид Энсер, имеются, цитирую, «серьезные основания полагать, что к сегодняшним атакам причастны люди, связанные с организацией Усамы бен Ладена». На данный момент мы не можем конкретно уточнить эти источники, но, повторю, речь идет о серьезных основаниях.
Главным звуком первых часов спасательной операции становится пронзительный свист. Это сигнализация, установленная на костюм каждого пожарного. Если он не двигается 30 секунд, она начинает свистеть. Каждый такой свисток – это недвижимое тело огнеборца. 343 из них погибшие. Из-под обломков извлекают сотрудника портового управления Паскаля Бузелли. К моменту обрушения он успел спуститься по лестнице лишь до 22 этажа. Бузелли свернулся в позу зародыша и очнулся только через несколько часов. Он лежал на обломке плиты, висящем в 5 метрах над землей. Это было по-настоящему невероятно. Особенно то, как он сидел. Над ним чистое голубое небо, а он чудом невредимый посреди всей этой разрухи. Официальные лица заявляют, что у них появилась новая и конкретная информация. И эта информация, по их словам, дает серьезные основания полагать, что к этим атакам могут быть причастны люди, связанные с Усамой бен Ладеном. Я спросил, это сведения, полученные уже после атак? Да, так и есть. Я спросил, эта информация носит конкретный характер? Да, носит. 7-е здание Всемирного торгового центра горит уже почти 7 часов. Из-за неисправности системы пожаротушения, выведенной из строя обрушением 2 башен, ничем не контролируемые пожары на нижних этажах распространились на северо-восточную часть здания. Именно здесь начинается его обрушение. Рушится 7-е здание Всемирного торгового центра. К счастью, не погибает ни один человек. Наше исследование показало, что пожары в 7-м здании были схожи с обычными пожарами в высотках. Но то, что горение не удалось взять под контроль, привело к чрезвычайной ситуации. Нагрев балок и перекрытий вызвал разрушение одной из ключевых опорных колонн. Это запустило прогрессирующее обрушение, которое и привело к падению здания целиком. Вместе с 7-м корпусом разрушается расположенный в нем Нью-Йоркский офис ЦРУ, крупнейшее из его представительств за пределами Вашингтона. Он использовался для вербовки иностранных дипломатов, работающих в Организации Объединенных Наций. А расположенный здесь же офис секретной службы и вовсе занимался защитой первых лиц государства от нападений террористов. ЦРУ запрашивает помощь ФБР, агенты которого берут руины в оцепление. Сами разведчики остаются вдали от любопытных глаз. Они наблюдают за разбором завалов в бинокле на случай обнаружения компьютеров или сейфов с документами. Борт номер 1 приземляется на военно-воздушной базе Эндрюс в Мэриленде. Президент переходит к вертолету, который летит прямо к Белому дому. Я посмотрел сверху на покинутый и перекрытый Вашингтон, увидел столб дыма над Пентагоном. Символ нашей военной мощи тлел. Я был поражен не только жестокостью, но и навыками пилота Аль-Каиды, который смог направить самолет прямиком в столь низкое здание. Президент поворачивается к главе своей администрации Эндрю Карду и говорит: «Ты видишь первую войну 21 века». Прибыв в Белый дом, Буш спускается в его бункер, построенный еще во времена Холодной войны. Запасов еды и воды президенту и его семье хватит на долгое время. Здесь он, наконец, встречает свою жену. Лора ждала меня там. У нас было совсем немного времени, чтобы пообщаться, но нам и не нужно было этого делать. Ее объятия были сильнее всяких слов. Президент Буш поднимается из бункера и наконец-то обращается к нации прямо из Белого дома. Сегодня наши сограждане, наш образ жизни, сама наша свобода подверглись нападению в результате серии преднамеренных и смертоносных террористических актов. Кадры, где самолеты врезаются в здания, где полыхают пожары и рушатся гигантские конструкции, повергли нас в шок, наполнили тяжелой скорбью и тихой непреклонной яростью.
Я поручил нашим разведывательным и правоохранительным органам использовать все ресурсы, чтобы найти виновных и привлечь их к правосудию. Мы не будем делать различия между террористами, совершившими эти акты, и теми, кто их укрывает. Отвечая журналистам на вопросы о терактах, Буш едва сдерживает слезы, затем собирается и говорит: «У меня появилась кое-какая работа, и я ее сделаю». Спустившись в бункер, Буш собирает узкий круг советников. К этому моменту ясно, что за атаками стоит Усама бен Ладен. Мы не будем различать террористов, совершивших эти акты, и тех, кто их укрывает. Я хочу, чтобы вы все понимали, мы на войне. И мы останемся на войне, пока все не закончится. Ничто другое не имеет значения. Все подчинено ведению этой войны. Любые преграды исчезли. Нужны деньги – получите. Это единственная наша повестка. Пожарный Джон Марибита продолжает искать людей и тушить пожары на месте обрушения зданий. Весь остаток дня мы снова и снова собирались новыми группами, готовясь к любым поисково-спасательным работам. Мне было известно, что в лобби могли оставаться люди, и я пробовал проникнуть внутрь, но понял, вестибюль полностью засыпан обломками. Уже невозможно было определить, где там коридоры, как туда заходить, как начинать разбор завалов, искать тела или выживших. Завершена опаснейшая операция по спасению того самого офицера Уильяма Химена. Его достают после 3 часов прокладывания туннелей под завалами. Такая работа ежеминутно грозила гибелью и ему, и спасателям. Когда меня вытащили, я впервые за ночь не сдержал слез. Я держался, когда погибли ребята, держался, когда получил ранение, держался всю ночь, а тут посмотрел вверх и зарыдал. Я не увидел башен. В небе был только дым. Я спросил, а где все? И тогда пожарный ответил: все уничтожено, парень. После 11-часовой операции по спасению коллег детектив Энтони Конти настолько обессилен, что засыпает прямо посреди улицы. Спустя 3 дня после трагедии мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщит, что около 5000 человек числятся пропавшими без вести после теракта. Готовясь к работам по извлечению тел, он закажет 10 000 мешков для трупов. Лишь спустя 2 года ДНК-тестов, поисков пропавших и похорон комиссия по расследованию теракта остановится на числе 2977 погибших. По количеству жертв это крупнейший теракт в истории человечества. Одними из героев поисковой операции станут служебные собаки, но находить они будут одни лишь трупы. Поиски окажутся для собак изнурительным испытанием. Спасатели догадаются прятаться под завалами, чтобы хоть как-то поддержать дух собак. Нам приходилось поднимать им боевой дух, поэтому мы прятались, чтобы они могли найти нас. Мы буквально видели, как их поведение полностью менялось, от подавленного к радостному, потому что они наконец-то кого-то находили. Колоссальная гора обломков 2 небоскребов будет гореть еще 3 месяца. Под ними будет найдено искалеченное, но чудом выжившее дерево – груша. Его бережно извлекут из земли, с огромным трудом вылечат и высадят обратно на свое место. Это дерево живо и по сей день. Хочу сказать, что после твоей смерти, Бетти, все в нашей семье очень сблизились. Папа, он всегда был стойким, молчаливым, настоящим главой семьи. Однажды признался нам, что плачет перед сном. Даже сейчас он не спит ночами. Сидит у телевизора, будто надеясь, что ты каким-то чудом появишься. И мы все еще ждем звонка от тебя, чтобы услышать, что с тобой все в порядке. Мы безумно по тебе скучаем.